Дорогие друзья, добрый день, ladies and gentlemen, good evening. Достаточно долго ТАВ.ИО не выпускала свою передачу «Зеленка», и вот сегодня очень хороший и правильный момент, когда наконец-то мы можем это сделать. Мы сейчас с вами находимся в такой промышленной части Санкт-Петербурга, it's industrial part of the city. И я предлагаю пойти сейчас внутрь и посмотреть, что же скрывается за этими обычными стеклянными дверьми обычного торгового центра. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Ladies and gentlemen, good evening everybody. Это будет последняя фраза на английском языке, которую я сегодня скажу, потому что у нас сегодня маленькое чудо. Весь наш эфир будет переведен на английский язык. So, все, уже нельзя, обещал не говорить. Дорогие зрители, у нас сегодня есть зрители, это маленькое чудо. Господи, как этого давно не было, голубчики вы наши. Мы сегодня на вас тестируем, можно сказать, ноу-хау группы ТАВ.ИО. Сделать эфир, провести запись, все в одном флаконе. Поэтому это, в принципе, как бы живой эфир, но при этом это запись. Понимаете? Вот, поэтому ничему не удивляйтесь, ничего не пугайтесь. Мы себе позволяем, если нам вот что-то не понравится, взять и остановиться. При этом эфир будет идти, все люди будут наблюдать за теми нашими лажами, за всеми нашими ошибками. Это нормально. Значит, кто не понял, мы в гостях сегодня у танцевального джазового клуба Summertime Swing. Это город Санкт-Петербург, если кто не понял. Это цитадель джазовых танцев. Линди Хоп. В общем, к этому мы еще вернемся, об этом поговорим. У нас будет специальный блок, специально посвященный танцам. Ну и, конечно, основная, идея всей нашей передачи «Зеленка» — это игра с замечательными, намного более квалифицированными музыкантами, чем мы. Как мы говорим, это поиграть со старшими ребятами. И сегодня в качестве старших ребят студенты училища Мусоргского во главе с Сергеем Богдановым. Прошу любить и жаловать, Мусоргский джаз-оркестра.
Значит, те, кто нас смотрит сегодня в прямом эфире, дорогие друзья, как вы понимаете, вся эта история, это все недешевое занятие. Мы не то чтобы как бы вас призываем, но просто говорим, что у вас есть возможность взять и все это дело поддержать. Есть специальные ссылки, donation, присылайте. Все идет на благо, все идет на музыку. И нам очень приятно сообщить, что это могут сделать не только русскоязычные граждане, но также и иностранцы. Посмотрим, у кого получится лучше. Значит, я ничего не забыл, мы тогда начинаем. Итак, Сергей Богданов. Сережа, я, во-первых, очень рад тебя видеть. Я понимаю, что здесь все присутствующие знают, кто такой Сергей Богданов. Кто нас смотрит по телевизору компьютерному, те не все знают, что это педагог училища Мусорского, замечательный музыкант, который играет на баритон-саксофоне, профессиональный аранжировщик, работавший с бесчисленным количеством известных групп, в том числе «Аквариум», «Оптимистик Оркестра», «Пролетарская танго», я всех не знаю, рэпер Асаи, да, что особо, наверное, звездочка на фюзеляже. В общем, человек, который абсолютно заслуженный и реально понимает, что такое аранжировка, знает, как все это устроено. Мы пытаемся немножко разобрать это на атомы и узнать, как же все это работает. О, боже мой! И главное, все сидят и молчат. Говорят: Алеша, ты реально забыл самую главную вещь на всех эфирах зеленки — это выпить зеленки. Дорогие друзья, ваше здоровье, абсолютно безалкогольный напиток. Да, это можно брать. На старших ребят не хватило, но мы вас потом, у нас есть еще специально для вас бутылка. Итак, Сережа, канистра. давай. Так сказать, будем здоровы, чтобы все получилось. Ну, а если там какой-нибудь, не дай бог, не будем произносить слово, это Сева потом запикает, тебя попросят сделать аранжировку. Да, супер. Да? Конечно. А потом как в глаза смотреть студентам. Слушай, ну мне очень нравится сотрудничать с неджазовыми коллективами. Я получаю огромное удовольствие и с рок, и с фолк, и с рэперами. Мне очень трудно отказать, сказать нет. Часто такое бывает. Это моя немножко беда, но чаще всего получается хорошо, поэтому... Сегодня мы здесь собрались не просто так. Группа АТАВ-ЙО хочет разобраться, хочется сказать, с джазом. Мы хотим разобраться, что такое джаз. Что такое джаз. У нас есть пара людей, Лина Колесник, Василий Телегин, которые постоянно в всех саундчеках играют какие-то интересные мелодии, которые никто из нас не может поддержать, потому что они очень сложные. И вот, Сережа, к тебе как специалисту. Давай сразу поставим все точки над «ё». В двух словах, что такое джаз? Ну, это крайне тяжело объяснить. Мне кажется, что любую музыку, академическую или фольклорную, или джазовую, можно сравнить с языком. Допустим, что такое английский язык? Имеются какие-то определенные фонетические основы, артикуляционные. Китайский язык совершенно другой, или японский, там вообще нету буквы «Л», по-моему, да? И это определенная фонетика. И, в принципе, джазовая музыка — это тоже язык, которому можно научиться. Трудно так основные вещи, главное, самое главное, разумеется, это определенная гармония и определенная ритмическая структура, которая заставляет любого человека, не знаю, топать ногой, немножко танцевать. Триольность, это я так уже профессиональным языком, крайне тяжело объяснить. Крайне тяжело. Крайне. Знаешь, меня удовлетворяет этот ответ. В Википедии погуглить. Я скажу честно, мы встречались с несколькими мэтрами, и никто толком, на самом деле, так не смог нам объяснить, что такое джаз. И я считаю, что это нормально, но все время звучало такое слово «свинг». Ну, понимаешь, свинг. Давай тогда, хорошо, про джаз нам сложно понять, что такое свинг. Это определенный кач, определенный драйв, триольность. Это тоже из разряда неопределенного. Я так понимаю, что студенты, когда к тебе приходят, ты им уже ничего сказать не можешь. Говорят: ребят, знаете, я вам ничего объяснить не могу. Но, вероятно, это можно показать, наверное, да, я так понимаю? Можно, да, показать, объяснить, да, конкретные, определенные. Но просто если на обывательском, на таком немузыкальном уровне, это немножко тяжеловато объяснить. Но это кач. Свинг, если перевести, это качание, кач. На танцах мы играем музыку 20-х, 30-х, 40-х годов, максимум 50-х. Тот период, когда под джазовый оркестр танцевали. Танцевали, конечно, в 30-х годах, золотая эра джаза, там все дела. И мы как раз подбираем репертуар того периода. Собственно, это джазовые стандарты, и около джазовые, и эвергрины какие-то в аранжировках
для джазового оркестра того времени. И здесь музыка, она того периода, она высокоинтеллектуальная, я бы сказал. Скажи, пожалуйста, вот ты такой заслуженный человек, заслужен твой коллектив. Как так получилось, что настолько заслуженный коллектив оказался на танцульках? И не является ли это зазорным для серьезных музыкантов оказаться на танцах? Ну, смотря какие танцульки. Если танцульки какая-то рейв-дискотека, наверное, может быть, да. Но джазовая, так сказать, дискотека, джазовые танцы — это совершенно определенный, во-первых, мир, определенная атмосфера. И то, что мы там оказались, это, в принципе, закономерно, потому что мы играем джазовую музыку, а джазовая музыка в пик ее развития в 30-е и 40-е годы как раз была популярной музыкой, и под нее, собственно, танцевали, так же, как и потом рок возникал, под нее танцевали, там, рейв, поп. Вот. И 30-е, 40-е годы, которые мы изучаем, как раз, собственно, эта музыка, она и предполагала танцы под вот эту музыку. Слушай, давай, музыки, которая предполагает танцы, ее достаточно много, в том числе академической. Но это не значит, что люди, которые учатся в консерватории, они на первом курсе раз оказались на каком-то балу и играют. Ну, такого не бывает обычно. Как вообще так получилось? Скажи, вот как, то есть ты познакомился с кем-то из Summertime или... Слушайте, да, как-то я, честно говоря, вот сейчас как-то так закрутилось, что а вот давайте мы его сыграем у вас. И как-то так пошло-поехало, что вот мы начали очень сотрудничать плодотворно с Summertime Swing. Студенты, вот когда ты им сказал, ребята, завтра у нас концерт, играем на танцах. Не удивился никто? Не, по-моему, никто не удивился. Все очень позитивно отреагировали. Ну еще бы, я представляю, приходишь я учился в бухгалтерии, извиняюсь, приходишь на бухгалтерский счет, тебе сразу говорят, пойдем там, хотя сложно. Пойдем в «Газпром» деньги получать. Примерно то же самое. Слушай, если я не ошибаюсь, ты начал музыкой заниматься достаточно поздно, как ты уже нам сказал, и достаточно рано начал преподавать. Вот как так вообще произошло? Потому что тоже хочется с этим как-то разобраться. Вот я как человек, я этим бравирую, я самоучка, понимаешь, и все время, я понимаю, что ты не самоучка. Я практически тоже тогда самоучка. Серьезно? Давай. Это не вызывает смеха обычно у людей, но конечно, мне очень приятно. Во-первых, самоучки и никакого спроса нет. Ну, что там все. Но, понимаешь, ты самоучка выдающийся. То есть, чтобы тебя позвали преподавать в училище музыкальное и назначить завкафедрой, если не ошибаюсь. О, ребята, завкафедрой у нас здесь сидит. 34 года. Сколько? Я 10 лет преподаю там, 5 лет я или 6 руковожу отделом. И, собственно, там и гастроли какие-то случаются с профессиональными музыкантами, и концерты, и записи. Это одно другому не мешает. И педагог, в принципе, я не знаю, как на других специальностях, но на джазовой специальности педагог, который там что-то проповедует, там специальный инструмент, оркестр или ансамбль, или аранжировку, он все-таки должен не теоретиком быть, а практиком. Есть предложение, мы много болтаем, непонятно вообще о чем. Я предлагаю посмотреть небольшой ролик, потому что в нашей стране, вот конкретно я изучал джаз по одному кинофильму. Вот кинофильм замечательный, и на этот счет вот небольшой ролик посмотрим и сделаем выводы соответствующие. Жор! Жор! Иди сюда! Смотри, требуются музыканты. А что это такое? Джаз-банд? Ведь это джаз. Тара-тарам-пам, пара-парам-пам. А это помните? Реалита? Да. У меня тут джаз. Ну, вот здорово. Может быть, не самая очевидная джазовая композиция, но когда Сергей предложил нам эфир, говорит, давайте сделаем что-нибудь совместно. Я говорю, да, отлично, но надо играть джаз. Ага, Сереж, ты знаешь, у нас только одна джазовая композиция, и при этом это Риорита.
американцы ведь тоже создавали фильмы о своих там джазовых каких-то людях, о музыкантах, об их карьерах. Это тоже фильмы такие, там, история Гленна Миллера, история Бенни Гудмана, все это было снято, история Джина Крупы, ну, это легенда. Конечно, это не документальное, конечно, это художественное произведение на тему. Риорита, по-моему, даже не фокстрот, какая-то латиноамериканская румба. Народ танцевать хочет. Ну, как это? С одной стороны, мы говорим, джаз, буржуазное искусство не надо, но с другой стороны, ну как же, народ должен танцевать, а джаз это модно. Чтобы все понимали, вот группа АТВ, ну мы фолкеры, как это называется, и у нас все очень просто. Мы такие сели, Дим, Риорита, классная мелодия. О, классно, давай сыграем. Раз такие, уже там что-то играем. Ну, я, может, основной голос, Дима там что-то пристроился, и Лина пристроили, и вот уже вроде звучит. Но с оркестром такая тема не прокатит. Тут как бы сколько? 17 человек. То есть это означает, что кто-то очень умный. То есть если сказать, давайте сыграем в Риориту, что это будет? Очень умный. Да, это будет просто невозможно. То есть надо написать каждой группе свою партию, причем, чтобы это было интересно. Это, собственно, называется, я так понимаю, аранжировка. И скажи, Сергей, читал ли ты книгу Гленна Миллера про искусство аранжировки для оркестра? Да, пролистывал. Кстати, я смею заметить, что я просто к тому времени уже энное количество книжек пролистал. И я смею заметить, что как раз вот эту книжку, про которую ты говоришь, мне подарил Владимир Борисович Фиртак. Опа! Перепечатанную, там, не знаю, 50-й раз, самоиздатовскую такую, самодельную. Так Я так понимаю, что это было в году в 2010-м, да? Примерно, да. Ну и как, ты что-то подчеркнул оттуда? Там красивые картинки были. О, серьезно? Я уверен, что их Фиртак сам подрисовал. Я всегда в книжках дорисовал детские картинки. Я тебе предлагаю, давай сделаем так, такой небольшой мастер-класс по аранжировке, потому что вот, люди сидят, слушают прекрасный оркестр, тут еще вроде и скрипки с волынками, то есть как бы интересно, но люди не понимают вообще, что у нас здесь происходит. Даже я, честно говоря, не совсем понимал, пока сегодня на саундчеке вы не услышали, как у нас отдельно зазвучали тромбоны с трубами, и предлагаю, давай услышим песня Риорита, композиция Риорита, не целиком, глазами тромбонов и труб, например. Вот как это звучит? По отдельности. По отдельности, да. Ребята, извините, что вот такое нахальство, но когда еще будет такая возможность? Бочечку и... Опа, у нас есть человек, который первый раз поцеловался под композицию Риорита. В каком это было году? Ничего, это не важно. Главное, что народу нравится. Так, что мы делаем? Давайте услышим композицию Риорита глазами тромбонов. Потому что люди, например, они даже, те, которые не знают, как звучит тромбон, они, может, даже не поймут. Анатомический театр, получается. Анатомический театр, все правильно. У нас имеется третья цифра. Это джаз? И это джаз. И это вы называете джаз? Так, хорошо. Скукота. Один ингредиент понятен. Хорошо. А если мы добавим туда трубы? К ним. Да. Станет ли давайте, чуть более понятно? Я думаю, что да. Имеется 13-я цифра. Другое дело. Джаз. Уже, но все равно, вот реально чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Так понимаю, что ты как саксофонист самое сладкое отдаешь, конечно, саксофоном. Это понятно. Я бы так же делал. Сладенькое. Сладенькое. Попробуем то же самое с саксофонами. Нет, надо саксофоны отдельно послушать. Думаешь? Они заслуживают этого. Хорошо, правильно, давайте. Просто на самом деле уверены? АТВ хочет узнать, как сделать правильные аранжировки, кто там что должен играть. Завтра будет репетиция, мы перейдем в Риориту.
Это 1-0 выигрывают саксофоны. One, two, one, two, Лично мне стало все намного более понятно. Ну, на самом деле, вот на твой взгляд, все-таки залог хорошей аранжировки — это что, если сейчас серьезно говорить? Ну, понятно, что на любую композицию может быть там миллион всяких вариантов, и кого-то интереснее слушать, кого-то менее интересно. Вот на твой взгляд, ты как аранжировщик, что можешь сказать? Успех — это аранжировки. Это, наверное, знания, помноженные на фантазию. Причем фантазии, наверное, должно быть немножко больше. Даже если какая-то нехватка какой-то техники там, вот в написании на инструменты, незнание, все-таки фантазия, творческая составляющая побивает, перекрывает. Не было ли у тебя таких случаев, когда вот ты делаешь аранжировку, приносишь ее, такой раз даешь там какой-нибудь, там, не знаю, группе трубачей, ты говоришь, ну, Сергей Георгиевич, вы знаете, а у трубы нет таких нот. Такое не бывало? Ну, к примеру. Это вот как раз это знание. Это как-то искусство инструментовки, инструментоведения, знание, что может каждый инструмент. То есть такое же, я понимаю, с тобой уже не происходит? У меня однажды такое было в жизни. Один композитор, знакомый, написал аранжировку для 4 человек, в том числе для мандолина. Там, я играл на мандолине. И в аранжировке явно было написаны ноты, которых на мандолине просто нету. Там просто нету их. А он удивился, сказал, ладно, перепишу, и переписал. Ну, он просто не учился, вероятно, в Институте культуры. А, кстати, возможно учиться, вот реально, учиться аранжировке? Или все-таки это должна быть предрасположенность? Да нет, разумеется, возможно, просто необходимо идти к правильным педагогам. Самоподготовка и самообразование в этом сегменте джазового, так сказать, джазовой музыки, это, конечно, очень важно. Ну, ты помнишь наверняка, что Владимир Борисович Фиртак занимался созданием аранжировок джазовых, еще в те лохматые советские годы, когда за джаз реально могли посадить. Да, у него даже был оркестр. Да. Вот меня всегда это удивляло. То есть джаз вроде играть нельзя было, но оркестры существовали. Ой, ну там такая, конечно, история загадочная, потому что, допустим, в военное время не до этого было, были советские песни. А потом, в принципе, уже так, собственно, и не гнобили джазовую музыку. Мы слушали все зарубежные голоса, хотя и глушили, но находили возможности, переделывали приемники на диапазон 13 метров, потому что продавались только 25 приемники, а там глушилки не проходили. Так что у нас была такая свое самообучение джазу, слушая тот джаз. И потом, давайте скажем честно, у нас песня всегда популярнее, чем джаз, чем инструментальная музыка. В Америке тоже. Ну да. Понимаете, Синатра в 10 раз популярнее, чем, допустим, там какой-нибудь Чарли Паркер. Ну, тут ничего не сделаешь. Вот, инструментальную музыку слушают и понимают меньшинство. И в классике, и в джазе. У нас был инструментальный джаз, он мог найти применение в ресторанах и на танцплощадках. На концертной эстраде вы должны были иметь певиц, вы должны были иметь там какую-то танцевальную пару. Иначе это вот не эстрадное шоу, вы никому не нужны. Чистый джаз, чтобы играть, это, знаете, только в 70-е годы началось. Владимир Борисович Фиртак, ну, если кто не знает, это такой специалист по джазу, очень известный человек. Ему, кстати, в этом году 90 лет. Мы с ним встречались, замечательный дядька, прекрасный человек, интересный. И вот он признался, что где-то в 70-е годы, а у него, он писал аранжировки, было большое количество у него этих аранжировок написано, и он, когда понял, что уже больше не хочет этим заниматься, он продал целый чемодан аранжировок какому-то оркестру и на вырученные деньги купил кооперативную квартиру. Вот скажи честно, ты бы, как музыкант, у кого купил бы чемодан аранжировок? Ну, если были бы деньги, конечно. Если были бы деньги, наверное, я бы купил бы у Винтона Марсалиса и аранжировщиков, которые с ним сотрудничают из его оркестра. Ну, собственно, я этим и занимаюсь.
Там, конечно, не чемодан, но поштучно я покупаю у них. А кто такой этот, как Винтон Марсалис? Марсалис. Кто это? Да, кстати, кто это? Кто-нибудь в зале знает такого человека? Я. Серьезно? И кто это? Кстати, он в зале, нет? В зале, но в другом. Ладно, давайте тогда немножко, вот мы поговорили чуть про аранжировку. У меня папа, он очень любит джаз. Папе тоже много лет достаточно, он знает такие имена, как Фейертаг, Гольштейн, ну, в общем, да-да-да, я, говорит, люблю. Но я, говорит, больше люблю, когда вот много импровизации. Вот для него это вот самое главное, чтобы было как можно больше импровизации. Скажи, пожалуйста, в джазе импровизация — это прямо неотъемлемая часть. И вот в твоем оркестре ты понимаешь, вот кому надо доверить, кому можно, как это вообще происходит? Ну да, разумеется, имеется понимание, да. Просто в данном ансамбле, в данном оркестре необходимо, конечно, преобладание совместной игры. И как бы глупо собирать 17 человек, если больше солирующих инструментов, соло, импровизации. Ну, иначе просто композиция будет вырастать на полчаса. Ну да. То есть получается, что я никогда не задумывался о том, что если оркестр большой, то лучше, чтобы играли аранжировки, а не то, что соло. А когда трое, тогда приходится солировать по очереди, чтобы было интересно, потому что аранжировку не составить, так что ли? Нет, просто дело в том, что здесь краска богаче. Просто можно собрать, допустим, ритм-секцию из 4 человек, барабаны, контрабас, фортепиано и гитару, и перед ними поставить, допустим, один саксофон, тромбон и трубу. И писать на них аранжировки. Но просто, допустим, при такой махине можно эти аранжировки те же расписать, разукрасить совершенно другими гармониями и, ну, соответственно, мощью. Ну, то есть, по сути, уже композиторское искусство, наверное, в чем-то. Ну, это да, ближе к этому, да. Ну, и на малый состав тоже, разумеется. Даже на трио, да даже на дуэт можно, да даже и сольно, в принципе. Ага, давайте посмотрим ролик. Если вы слушаете оркестр, например, Сергея Богданова, Мусорский джаз-оркестра, там, конечно, все в его власти. Все, что он делает как аранжировщик, вот он и есть, собственно, тот самый режиссер, который знает возможности музыкантов своего оркестра и знает, кому можно дать возможность сыграть соло. Он отвечает за весь этот процесс. Но я думаю, что отдельным музыкантам, несмотря на то, что они молодые, есть уже что сказать. Мы вечные студенты, независимо от возраста. Я точно такой же студент в своем возрасте, продолжаю заниматься и что-то узнавать новое. Вот. И отбрасывая, скажем, годы, оглядываясь назад, я помню, что уже в этом возрасте мне казалось, что мне было что сказать уже тогда. Если есть такая возможность попробовать поиграть на танцевальных вечеринках, я думаю, это все только на пользу. Но в танцевальной музыке опять мы возвращаемся к тому, что важен, собственно, сам ритм, чтобы ты почувствовал желание танцевать. И я в этом не вижу ничего, в общем-то, плохого, если кто-то пустится в пляс, если ты играешь даже там джазовые концерты. Такие примеры бывают на джазовых фестивалях, особенно когда это open air. Что-то тебя вот заставляет действительно сопереживать, отстукивать эту вторую долю. Вот один из моих потрясающих партнеров за мою жизнь, выдающийся контрабасист Эдди Гомес, говорит, это его главный постулат. Главное, что бы ты ни играл, чувствовать танец внутри себя. Андрей Кондаков, замечательный пианист, также педагог училища Мусорского. Нам посчастливилось с ним встретиться. Ну, я позвонил, сказал, вы знаете, вот нам надо взять небольшое интервью про оркестр Сергея Богданова. Не могли бы, ну, коротенько. Интервью растянулось на 1,5 часа, и все эти 1,5 часа это просто поток очень интересной информации. Мы обязательно опубликуем полную версию. Мне кажется, все присутствующие здесь в зале будет интересно ознакомиться. Это факультативная информация, просто, ну, потрясающая. Андрей вот с нами поговорил, рассказал, и вот про танцы зашла речь. И вдруг я вспомнил, что ты же ходил тоже на танцы и учился танцевать. Скажи честно, это вот... Ну, да, было пару частных уроков, так сказать. Пару частных уроков, да. Здесь? И здесь тоже, да. Зачем? Надеюсь, не для того, чтобы на свадьбе станцевать? Частных урока? 3. По джазовому 2 это вот так. Ну, слушайте, это вот правильно сказал Андрей Кондаков, и, собственно, вот я упоминал Винтон Марсалис, он тоже говорит, что если, где-то я читал в интервью у него, что если под вот эту, ну,
джазовую музыку невозможно танцевать, то это не джазовая музыка. Вот так. Ну, это дискотека вот того времени. И просто странно было бы, если бы вы пришли бы на рейв какой-нибудь там дискотеку, и там было бы и все такие. И это то же самое. Необходимо время, необходимый ритм. Ну да, что, собственно, вот про что мы говорили, да. про там свинг. Вот, просто здесь немножко другая концепция, гармоническая, ритмическая, но все равно это ну давай скажем честно, самое главное для танцев это все-таки ритм. То есть, в принципе, не важно, в какой там тональности ты будешь играть, все эти твои разукрашивания. Ну, не, тональность, это палитра. Просто это можно разукрасить одним аккордом, и все колбасится, и все нормально. А для более утонченной публики, которая приходит в Summertime Swing, на один аккорд, к сожалению, мы не сможем сыграть. Скажи честно, много ли приходится репетировать вашему оркестру? Вообще, сколько вам пришлось репетировать, для того, чтобы пойти на первые ваши танцы сюда? На первые танцы, да, мы так готовились серьезно. Я очень сильно волновался, что... Я просто знал, что вот эта организация Summertime Swing весьма серьезная, и как бы не все там играют. И я боялся, что мы не прокачаем ребят, что... Вопрос к залу. Кто был на первом концерте Мусоргский джаз-оркестра здесь? Как это было? Только честно. Говорит по-испански? Хорошо. Раз такое дело, последний вопрос. Он приехал тогда из Испании на этот концерт и до сих пор остался. И с тех пор говорит только по-испански, понятно. Значит, вы прокачали зал 100 пудов. У меня к тебе вопрос такой. Я, как любитель фольклорной музыки, да наталкиваюсь на какие-то записи, джаз и фолк. И все время, честно говоря, в общем, был не удовлетворен. То есть мне казалось, что джаз слишком сильно перетягивает на себя одеяло. Это такая тенденция или это просто невозможно? То есть джаз — это такая форма, которая все в себя впитывает и уже все становится джазом, что с ней соприкасается. Ну, сейчас, наверное, да. Сейчас, после, наверное, где-то 60-х, 70-х годов, я думаю, что она глобализм и интернет дает о себе знать. А у меня о джазе есть другая информация. Вот хотелось бы у авторитетного человека либо развеять мои заблуждения, либо, наоборот, утвердиться в своих, так сказать... В своей правоте. Но ведь джаз, он же вырос из фольклора. То есть, по сути дела, корни-то его, они как раз вот в народной музыке. Ну, народная музыка частично, чья? да. Чья? Да. Слушай, но исторически так сложилось, что фольклорная часть была часть из Африки. Вот, да. То есть ритмическая. Она каким-то духовным песнопением, то есть оттуда? Ну, больше ритмической части. Потому что в Новом Орлеане слились культура европейская с гармонией, с мелодиями, а ритмика пришла с рабами, афроамериканцами, которые То есть, по сути дела, это такой микс, да, этносов, слияние этносов, да? Вот. Ну, да, можно так сказать, да. Европейского и африканского. Ну, то есть джаз имеет африканские корни. Ну, больше. Ну нет, это как раз, я так понял, слияние, то есть гармония пришла. Изначально, наверное, все-таки больше было Африки. Знаменитая программа Work and Travel, которая началась там в 1410 году каком-то, когда стали возить неистово рабочих на те земли, которые, ну, индейцы не сдаются, осваивать как-то надо, континент огромный, даже два, да, мы теперь знаем, что два континента, вот, и испанцы, португальцы, французы, англичане бросились это все делать. Кстати, то с разрешения, то с запрета Папы Римского, это очень тоже интересная тема. Не только побережье участвовало, да, в этом трафике, торговле, а вся Африка абсолютно. Более того, нельзя говорить, что белые такие паразиты всех взяли и поработили, потому что африканцы сами друг друга весьма плодотворно порабощали и продавали это все белым. Больше половины — это Конго и Ангола, вот этой территории, центральная Западная Африка. Выяснилось, что Карибские острова — это была площадка для смешивания первичного всех культур. И только потом отправляли уже рабов на север, в Мейнленд, считалось. Тоже расслоение очень серьезное. Там и мулаты уже были, креолы, которые уже тоже в одном
поле не сели бы вместе даже с неграми. То есть там все очень сложно, сложная картина. Для Штатов в основном про креольскую культуру, конечно, когда говорят, имеют в виду Новый Орлеан в первую очередь. Считается родина джаза. Изначально, наверное, все-таки больше было Африки, а потом, когда потянулись музыканты, которые имели образование, чернокожие тоже, и белые с консерваторским образованием, это уже 30-40-е годы, там немножко добавилось на вот эту почву. Там страшный вообще замес по вот этим культурным. Страшный замес, это страшный культурный замес. Это очень правильное словосочетание для того, что сейчас мы собираемся сделать. Я предлагаю сделать слияние джаза и фолка, хотя не знаю, сколько это будет джаз, но фолк точно будет. Попытаемся. Через заставочку, конечно же. Бобик в гостях у Барбоса. Это тот редкий случай, когда группа АТВ сделала аранжировку, записала песню, все было классно, и через 2 года мы поняли, что-то не очень. И переделали целиком всю вот эту вторую часть этой песни, и получилось намного лучше. Иванушка рачит по бережку лазя, рыбку хватая, Ульянушке нося. Ульянушка серицем ест рыбку с перецем. Сидит барин на таку, кричит барин засяку. У трясухи пашут 4-я барана. Ее мать продала, недорого взяла. Тяпку лопатыйку, курочку хохлатыйку. Курочка хохлатыйка сидит на поличнике. Хохлатка сидит на поличке, сидит на поличке, считая яички. 1, 2, 3, 4, меня грамоте учили не читать, не писать, только в куколки играть. Я куколку разорила, меня маменька побила. Пула на свинье, была байка на стене, была баечка упала, свинью по горбу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье.
Мусорский джаз-оркестра и Отава Йо. Слияние джаза и фольклора. Сегодня, если я не ошибаюсь, намечается что-то вроде танцевальной вечеринки под аккомпанемент оркестра. Трубач выдувает медь. Вам известно это выражение? Да, я только его и знаю. Здесь они ее и выдувают. Изо всех сил. Не-не-не. Поменяйте вот те местами с этими. Да, нужно давать трубача. Вот часто говорят там типа про басистов, что они такие, ну типа разгильдяи, балбесы. Там, знаешь, выучил вторую ноту, уже корпоративы пошли. Не, ну в джазовой музыке нет. У нас басисты не ленятся. Как сказать, чувствуй себя как дома, не забывайся, что в гостях. Ребята, мы находимся в гостях у замечательного джазового танцевального клуба. И я думаю, что самое время попросить нашего Василия пересесть и уступить место для нашего второго гостя. Для одного из ведущих педагогов этой школы, Игорь Бень. Приветствую, всем привет. Тот самый человек, который говорил с нами по-испански. Обригада, muchas gracias. Обригада. Игорь, нам очень приятно оказаться здесь. Во-первых, большое спасибо за то, что нас сюда пустил. Это скорее не ко мне, но у нас тут целая команда. Да, у вас целая команда. У меня, кстати, вот, извиняюсь, что вообще за коммунизм? Я выяснил, что не все, кто здесь занимаются, знают, что у этого заведения, ну, можно так называть? Заведение, хорошее название. Как такового нет одного директора, самого главного. И здесь как-то вот там кто-то вот, ну, как-то несколько человек, которые все делают, и вроде как не найти концов. Но все происходит, понимаете, вот. Надо сказать, ребята, надо раздвинуть тут это, потом опять собрать. Нет проблем, вот Дима там что-то пришел, сделал, с нами вчера сидел до 4 утра, и как бы все нормально. То есть вообще как такое возможно? Танцевальный джазовый клуб и нет директора. Кто получает деньги-то самые большие? Не очень понимаю. Да, это не самое интересное, да. Да, кстати, Даша, привет. Даша это тоже не последний человек просто. Вот. Но на самом деле, если так рассказывать, это очень важно, что это именно команда. Я считаю, что благодаря именно команде вообще сформировано такое пространство. По сути, ну, я считаю, что самое важное, что можно сказать про это то, что были люди, которые однажды увлеклись этой культурой, танцами, и в какой-то момент поняли, что они могут для себя, в первую очередь, и для своих друзей создать какое-то пространство, где, ну, круто проводить время, устраивать мастер-классы, концерты, танцы и так далее, и так далее. И, в общем-то, они объединились, самые инициативные, и сделали это. Поэтому именно команда занимается танцем Summertime Swing. То есть это очень органично произошло. Ну, понимаешь, одно дело там много таких фантазеров, а классно было нам, Дима, построить мост от твоего дома до моего, понимаешь, как бы нафантазировали. Из хрусталя. Да, из хрусталя. То есть у вас все заработало. Я тут могу сказать следующее, что именно то, о чем вы говорите, это скорее вот прям про меня, поэтому я не являюсь частью прям организационной команды, а организационной командой занимаются люди, которые говорят и делают потом. Это очень важно. Ты очень классно научился делегировать все полномочия, а здесь просто оттягиваешься. Я главный человек здесь вообще. Наверняка не все знают, что Игорь — это замечательный педагог по джазовым танцам, сам музыкант. Не прилюд. Я уже сегодня, понимаешь, хуже, чем я, уже невозможно. Я сказал, что я сравнил себя и Сергея Богданова, мы с тобой там самоучки, понимаешь, боже, вообще буду пересматривать, будет стыдно. Я на себя беру эту роль. Ты занимаешься музыкой, поэтому тебе, в принципе, тоже достаточно было понятно, как танцевать, как играть. Это мне помогло. Когда я начинал, я не могу это, как-то там скрыть, завуалировать, да, я до этого занимался, пусть и любительски, но музыкой, и, конечно, это какая-то база, которая помогает в процессе образования. И я так понимаю, что все-таки танцевать тебе нравится больше? Больше всего мне лично нравится преподавать, но да, танцевать, конечно, нет, это невозможно сравнивать. Для меня это очень гармоничная такая штука. Я и музыкой занимаюсь, и танцем, и еще много чем, там, актерской импровизацией. Для меня это как-то целый мир импровизации, который вот очень гармонично складывается. Курица или яйцо, что было первично? Все-таки сценические эти танцы? Нет, первично было явление популярной этой музыки джазовой тогда, и как следствие люди, которые приходили на эти концерты, например, и там танцевали. То есть именно этот танец очень органично появился, его не придумывали, не выдумывали, он сам появлялся на танцполах.
И потом, когда нашли мэтров этого танца, или как у нас в сообществе говорят, олдтаймеры, те, кто тогда создавал этот танец, они, в общем-то, даже не обладали такими какими-то навыками преподавания, объяснения того, что они делали. Потому что очень многое они делали интуитивно, для них это было так естественно, что, ну, прям вот в крови. Этот танец, это музыка, самая естественная для них среда обитания, которая была тогда. Поэтому, да, вот так. И Summertime Swing — это одна из самых знаковых, одна из крупнейших. Но есть еще одна. И вот один человек, который ты наверняка знаешь, высказал свое мнение на некоторые вопросы. Я предлагаю это быстренько посмотреть. Это очень интересно. Очень интересно, мне тоже. Не знаю. В Штатах, если не брать совсем позднее время, и если спросить у чернокожего населения, откуда ваши предки, они могут не знать. Они могут знать город, но они не знают, откуда они из Африки. Хотя вот Барак Обама вроде бы знал. Он сказал, что у него предки из Кении, и даже ездил туда, в новостях показывали, он ездил в Кению, там с какими-то двоюродными родственниками разговаривал. Эктор Лаво, один из лидеров Funny All Stars, у него из религиозных песен есть на Йоруба. Знаменитый его хит тоже «Агуанили Май-Май», это призыв за Огуна, там, короче, боевой призыв это одного из Ариш Огуна из Йоруба. Когда он танцует на сцене, он делает жест, который, если люди знают фольклор, он сразу узнаваемый. Это из-за элего плясать, открывать и закрывать энергию. То есть там, ну, это можно увидеть. На нашей эстраде, и в нашей поп-музыке, и в джазе в том числе, люди очень много себя на сцене танцуют такого, что они не знают корней. Но если покопаться, то вполне себе можно что-нибудь узнать. Вот некоторые вещи прозрачные. А может быть, это просто совпадение, а может и нет. Насколько я понимаю, первые шоу, когда были только черные на сцене, появились в Гарлеме, как раз в гетто. Это вот связано с гарлемским ренессансом, вроде бы, это возрождение, да, подъем, как у нас новые русские были New Negroes. 28-й год, по-моему, первое шоу, когда полностью весь каст был черный. Публика была белая. В Cotton Club'е только музыканты и танцоры могли быть цветными. Вот этот знаменитый Cotton Club, где Дюк Эллингтон долгое время был у него хаус-бэнд Cotton Club'а. И это считается первым, когда негритосы взорвали там все. Когда это было супер успешное шоу, потому что они были, конечно, супер крутыми танцорами. Они реально поняли, что это социальный лифт. Если ты танцуешь круче всех, можно заработать денег. И начался как раз тот самый линди-хоп, про который считается, первые линди-хоперы чуть ли не с бейджиками плясали все, чтобы они знали, кто это такой. Потому что они танцуют не так, как все белые остальные. Значит, я посмотрел однажды ролик. Наверняка это самый известный ролик. Hell the Popping, наверное. Да, Hell the Popping. Это просто вообще, ну, я не знаю, ну, в хорошем смысле это такие, как-то, извиняюсь, животные танцы. То есть как они это делают? Ну, дичь полная. Это просто дичь, да. То есть я понял, что это невозможно, но они это делают. И в какой момент ты для себя понял, что вот эти движения, которые... То есть ты наверняка тоже это видел сначала. И может это и был один из стимулов или нет? Ну, наверное, не этот конкретно ролик. Я больше как-то обратил внимание на современные видео из нашего века и так далее. Но, конечно, то, что там происходит, это впечатляет. Я увидел это довольно скоро. Ну, как бы, если отвечать на этот вопрос, очень комплексно. Это и музыка, которая, ну, невозможно не танцевать под эту музыку. Свинговая музыка. Джан Велос, такая прекрасная танцовщица была, и которая снималась в кино, чьи эпизоды мы тоже смотрим время от времени. Она сказала, что если вы не чувствуете эту музыку, она вас не заставляет танцевать, если вы как бы не кайфуете от оркестров свинговых, то вы, наверное, мертвы и с вами что-то не так. То есть, ну, я это чувствовал тоже. Ну, честно сказать, меня, наверное, больше всего привлекло комьюнити, люди, которые здесь в этой тусовке есть. Так что и музыка, и танец сам, и люди. Ну, то есть это такие социальные, в принципе, как да. Вот у нас в нашей стране, парно-бытовые танцы, когда люди знакомятся. Ну, извиняюсь, есть такой термин, не я его придумал, на минуточку. Да, я никогда не слышал такого, это прекрасно. Бытовые. Парно-бытовые танцы. Очень рекомендую группу Атава Йо. Кстати, мы тоже играли на танцах. Мы знаем, что такое играть 50 квадратов чижика-пыжика. Мы не думаем, что надо сделать просто классную аранжировку, тогда будет чуть интереснее. Скажи, пожалуйста, ты как-то знаком с народными танцами? Потому что, ну, пересечения здесь все-таки есть. Нет, ну, честно говоря, нет, не знаком, не изучал. Хорошо, а вот танцевальные шоу. Ну, понятно, все слышали наверняка «Березка», ансамбль Моисеева, если не ошибаюсь. Разумеется, визуально я знаком, потому что я сам этим не занимался. Да. Lord of the Dance ирландский. Прекрасно знаю, что это. Но... Серьезно? А с нашими танцевальными ирландцами не пересекался никогда? Я время от времени пересекаюсь со всеми танцорами Санкт-Петербурга, поэтому наверняка пересекался, да. Почему у человека есть тяга к танцу? То есть это, ну, это однозначно так есть. То
То есть даже если мы смотрим на детей, там, на маленьких, понимаешь, им ставится ритмическая музыка, и все, они там раз уже начали. То есть что это такое? Не знаю, я об этом не задумывался, просто есть какая-то потребность в освобождении, такое физическое движение, оно же очень много вызывает эмоций, вот, а эмоциональная сфера для нас, в общем-то, в конечном итоге самое важное, получать какие-то эмоции, и когда получается там освободиться, ну, вот как дети, собственно, они играются, веселятся, им хорошо в этот момент, и это уже заложено, все это в нас есть, мы к этому, занимаясь танцами, мы к этому возвращаемся, мы не учимся чему-то новому, мы возвращаемся к тому, что это источник эмоций, самовыражения в том числе, вот, но это важная штука такая. Практически все в нашей стране были введены в заблуждение, что такое настоящие русские танцы. У меня было представление такое, что вот государственный ансамбль песни и пляски, калинка, там все, они прыгают, балеруны, все классно, но абсолютно бессмысленно. И тут мы познакомились с ребятами, с бузняками, парни из деревень, и они танцевали такую деревенскую хореографию. Хореографией даже это нельзя назвать, но это было настолько true, настолько круто, и я видел, что они всю дорогу импровизируют. То есть это не так уж типа заучено, там поставил им какой-то там хореограф, и они вот танцуют по заученной. Все время это импровизация, очень интересно. Я так понимаю, что в джазовых танцах это тоже дело распространенное и как бы неотъемлемая часть. Абсолютно, ну это самая главная основа парных и сольных танцев под джазовую музыку. В конечном итоге это полная импровизация, реакция на все, что происходит в музыке, там, в паре, вокруг, внутри каждого танцора, настроенческие и так далее, и так далее. Есть небольшая как бы сложность такая, что, ну вот я как человек еще занимающийся сценической импровизацией, тут немножечко разделяю, что есть язык, которым мы пользуемся, а дальше то, как мы им пользуемся. Насколько качественно, насколько мы действительно умеем адаптироваться, реагировать и так далее. То есть в танцах, естественно, поскольку джазовая музыка, опять же, не супер простая и не столь знакомая всем прям подряд, да, и танцами многие не занимаются с детства, поэтому мы все-таки первое время даем скорее язык, технику взаимодействия, какие движения наиболее свойственны и так далее, и так далее. И потом уже все больше и больше и больше приходим к тому, что этим можно пользоваться свободно. Если освоен язык танца, то действительно импровизировать можно абсолютно свободно. Я знаю, что ты тот человек, который не любит готовиться и любит импровизировать. Нам сдали все твои... Да. У меня есть предложение. Еще маленький ролик от одного человека, как раз по поводу импровизации. Джаз — это такая ведь практическая площадка, вот что происходит вот сейчас. Дальше может не повториться завтра. Будет чуть-чуть иначе. И все равно все окей. Потому что импровизация такая гарантия музыкальной свободы, если хотите. Но это не главное в джазе. Главное все-таки это ритмическое напряжение. Потому что джаз узнают по ритму. А импровизация не импровизация, это вы разберетесь, я разберусь, но не публика. А что, публика заученная соло он играет или импровизирует? Как публика будет думать? А вот по ритму все чувствуют, ага, это джаз, а это рок. Разные ритмоформулы, а это латино и так далее. Все понятно. Ну смотри, как мы говорили про импровизацию, не все понимают, что импровизация состоит из каких-то уже, это basic называется, да? Или базовые шаги, да. Да, базовые шаги, да. И, кстати, в народных танцах тоже там есть базовый шаг. Вот, то есть все с чего-то начинается. Но когда человек все это осваивает, у него есть, как ты сказал, то есть язык, на котором может разговаривать. Да. Сейчас есть такая идея проиллюстрировать для наших многоуважаемых зрителей, вообще из чего состоит импровизация. То есть я так понимаю, что есть прямо вот, да, эти стандартные движения, которые все знают, и ты приезжаешь в Швецию или там в Индию на фестиваль, и делаешь движение, все понимают, ага, это Сьюзи Кью. Да? Да, и поэтому мы сейчас тебя попросим это дело проиллюстрировать под музыку нашего замечательного оркестра. Bounce. Boogie forward. Boogie back. Fishtail. Sailor steps. Что такое sailor step? Knee slap. Applejack. Suzy Q.
Шоти Джордж. Буги-бэк еще разок. Буги-форвард. Applejack. Сьюзи Кью, ты можешь показать? Сьюзи Кью. Fall of the Log. Шоти Джордж. Игорь Бень. За что можно не любить джаз? Вопрос к обоим. Джаз можно не любить, наверное, если ты знаешь о нем не все. Ну, потому что какую-то часть джаза, ну, понятное дело, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Поэтому просто, если человеку не нравится джаз, значит, он знает только что-то чуть-чуть совсем, и это не попало в его сердце. Ну, я так это понимаю, не знаю. В нем есть, ну, практически все, если не все. Ну да, джазовая музыка сейчас крайне многогранна. Я думаю, что на любой вкус каждый человек может что-то найти. Не, там, может быть, не свинг, не традиционный какой-то джаз, может быть, фанк, фьюжн, world джаз. Слушай, ну а бывают же такие случаи, например, ну не знаю, можно здесь произносить такое имя, как Кенни Джи. Некоторые люди свое впечатление, первое впечатление о джазе получают как раз-таки от музыки Кенни Джи, потом приходят на джазовые танцы и выясняют, что, о боже, это совсем другое. Вообще, какое отношение к Кенни Джи? Такое. Как саксофонисту? Очень хороший. Очень хороший саксофонист. Понимаете, просто, опять же, джазовая музыка крайне многогранная. И там есть и какие-то популярные течения, что, собственно, вот, пропагандирует вышеизложенный саксофонист, причем в крайне радикальном, так сказать, ключе, настолько популярно и сладенько, что прямо приторно аж. Но есть такая фотография же известная, где Кенни Джи с кем? С Майлсом Дэвисом, есть, да, такой где Майлз такой... Уже, да, оценил. Ну, Андрей Кондаков сравнил музыку Кенни Джи как кофе с 5 кусочками сахара. Это так же, как мера количества сахара в вашей чашке. Вот Кенни Джи — это 5 кусочков сахара. Вот. А там какой-нибудь Дэйв Брубак — это пару кусочков. А может, вы любите эту сахарную вату, и вы будете слушать эту Кенни Джи, наслаждаться, и вам это будет очень хорошо от этого. Как можно человека осудить за любовь к сахару? С 5 эклерами еще вдобавок там. В эклере, сам кофе в эклере при этом. Сверху да. Да. Не, ну просто понимаешь, ну как бы вот человек слушает Кенни Джи и думает, что вот это должно быть так, а потом выясняешь, что это совсем по-другому, и тут находишься ты с своим оркестром, и недопонимание. Слушай, ну это просто от человека зависит, необходимо пробовать. Открыт ли человек для чего-то? Это касается не только джазовой музыки, и музыки вообще. Ну давайте так, сколько первых поцелуев было под Кенни Джи и под Сержа Богданова? Но, не, ну это, влияние... если так брать, конечно, это понятное дело. А может, у Кенни Джи больше вообще? Может, под Кенни Джи больше поцелуев? Блин, вот это прям панч. Вот это смешно. Потому что сейчас уникальный случай. Сидит педагог, которого можно спросить, что такое, что нельзя спросить на занятии, особенно на оплачиваемом занятии. Может быть, Сергей, ты хочешь наконец спросить? Я хочу спросить, почему среди названных 3 индивидуальных занятий не было ни одного моего. В смысле?
Yes. Мы с тобой же в Эстонии танцевали. Да, Ты что? это правда, это было не занятие. Первое занятие, кстати, Это было. был не урок. Урок. Я отнесся Нет? к этому Как? как к настоящему танцу. А у меня, если мы уж вернулись к этой теме, у меня вот все свербит вот этот вопрос. А то есть 3 занятия, то есть 3 занятий стало достаточно, теперь в совершенстве танцуешь, что? 3 занятия было достаточно для того, чтобы понять, что все достаточно. Вот почему 3. Теперь. Не, ну возраст уже не тот, уже коленки. Ну да, конечно, да. Одышка. Одышечка такая, да, пришла. Вопрос к преподавателю танцев, Света. Да. Вот. Насколько проще учить джазовым танцам джазового музыканта, если у вас был такой опыт? Ну, то есть, значительна ли разница? Это очень хороший вопрос, благо у меня такой опыт есть. Здесь есть ребята, которые приходили ко мне на занятия. Да проще, конечно проще, скорость восприятия информации намного выше, и из-за того, что вообще, естественно, музыка в крови, ритм в крови, они привыкли вообще импровизировать. Более подготовленные. Да, то есть подготовка, ну, определенная, как бы физическая, да, часть танца, она усваивается, условно говоря, так же, как у всех, но музыкальная часть намного быстрее. Так что, в целом, по моим наблюдениям, проще. Я думаю, что везде есть свои исключения. Так же, как и иногда бывает, что человек с некоторой другой танцевальной подготовкой, например, приходит с бэкграундом танцевальным. И это многим помогает, а кому-то нет. Кому-то, наоборот, это создает некоторые стереотипы, и из них сложнее и дольше выходить. Но в целом легче. Спасибо за вопрос. Ребята, еще вопросы? Сергей, вы баунсите, когда дирижируете, это вас игры научили? Озвучь, пожалуйста, да? Научил ли меня Игорь дирижировать? Очень хороший вопрос. Говорят, что не так. Нет, мы с Игорем познакомились уже после того, как я научился дирижировать, но мои махания вряд ли можно назвать дирижированием, поэтому... Мне кажется, что эти 3 урока, один из которых, они очень помогли тебе. Помогли, да. Будем говорить, что так, да. Так что Игорь частично, может быть... Причастен все. Причастен. Я наблюдал за Сергеем. Ты редкий режиссер, который вот так прямо активно все это делает. И лично меня это заводит. Это круто. Я думаю, что ты когда дирижируешь, ты танцуешь, кстати. Это точно. Да, разумеется, под эту музыку просто невозможно не танцевать. Я не знаю, как, наверное, неподготовленным тяжеловато, но вот... Я тебе скажу честно, что вот когда я пришел, Сева привел меня сюда тайком, где-то... Сева, когда это было? Год назад. Сева говорит, пойдем на джазовую тусовку. Я был настроен скептически, потому что я несколько раз был в джазовой филармонии. Ничего плохого не скажу, но у меня был определенный стереотип. И тут я прихожу, здесь нереальный отжиг. Кенни Джи, наверное, слушал. Кенни Джи не слушал никогда. И тут я смотрю, Сергей Богданов просто реально зажигает. Мне очень это понравилось. И я такой, ого, да, я думаю, Сева, давай, это надо сделать. Последний вопрос. Вопрос к оркестру. Джазовая музыка — это всегда сколько-то, ну, как не всегда, но зачастую сколько-то импровизация, а когда это целый вот оркестр, который должен играть слаженно, есть ли место импровизации на концертах? Итак, есть ли место импровизации на концертах в слаженном оркестре? Неожиданная импровизация, я думаю, это имелось в виду. Кто отвечает? Игорь? Да.
Вот, собственно, сейчас вот как раз с Игорем мы вот эта композиция, под которую он танцевал, она называется «Спленки». И там совершенно другая форма. Разумеется, что-то подготовленное было, но мы сейчас здесь полностью вот эту форму, которая там была, ее перевернули, поэтому импровизация, разумеется, присутствует. Просто, опять же, смысл собирать такой большой коллектив, если большая часть составляющая композиции импровизации соло, и там по чуть-чуть там оркестровой игры, ну как бы смысл в чем? Окей, здесь все в принципе могут импровизировать, но смысл большого коллектива... Это понятно, но я немножечко тогда это самое, так, ну, я так понял, что на вопрос не ответили, да, там, на ваш. Короче говоря, я чуть-чуть перефразирую, то есть наказуема ли инициатива, если кому-то из солистов вдруг во время концерта пришло в голову, а ну-ка дам-ка я здесь соло свое. Я бы даже не так сказал, а ты заметишь, если кто-то из них стал импровизировать? Не, я-то 100% замечу, и не только я. Но это, нет, у меня, допустим... Заметит ли после концерта этот вот тот самый солист? Слушайте, ну это все, понимаете, это опять же джазовая музыка. Если вот мы, допустим, сидим в Мариинке, и там какая-нибудь вторая скрипка станет и начнет солировать, я думаю, что она больше не будет играть никогда вообще. Понятно. Нигде вообще. Слышали, ребята, да? Вот все, мотайте на... Нет. Поэтому мы находимся в джазовом Да, просто клубе. в джазовом коллективе, опять же, если человек... Такое было. И здесь тоже, когда мы играли на каких-то концертах, такое было, что как бы неожиданно. Вот. И где теперь эти люди? Не, все здесь. Инициатива совершенно не наказуема. Просто это может быть хорошо или очень хорошо. Если это хорошо, ну значит хорошо. Ну то есть ты пожуришь, но все-таки подумаешь, какой молодец. Никаких репрессий точно не будет. Ребят, вы это слышали? Тромбонисты, да! Какое прозвище у Сергея Богданова? Среди студентов. Богдаша. Как? Богдаша. Богдаша? Серьезно? Ага, так, Сергей все-таки есть. Еще, может, какое-то есть? Сокращение, наверное, Си. Так пишут часто в беседах. Си? Да. Так, любимчики есть у него? Наверное, да. Да. Андрей Середа, конечно, лауреат. Да, кто говорит? Вы должны это он знать. ушел отсюда, он Как сразу, он вот как камеру увидел, и сразу ушел. Ага, Андрей любимчик. На чем он играет? На саксофоне? На трубе. На трубе. Максимум, как можно его назвать, это Серж. Серж, ага. Ну, как он сам, собственно, и называется ВКонтакте. Знаешь, такой фильм был «Мы из джазе»? Ну, я слышал про него, но я не помню, смотрел ли. Понятно. Любимчик. Это кто? Девушка? Да. Как зовут ее? Это Полина. Полина, ага. Сергей Босс, да, Босс. Сергей Игоревич — это человек, который на Марсе оркестр соберет, и он звучать будет хорошо. У нас есть небольшое пожелание от старших ребят, которые, я думаю, всем будет полезно посмотреть. Давайте посмотрим, внимание на экран. Таким оркестром руководить трудно, но Сережа доводит все до блеска. Он сам очень классный аранжировщик и прекрасно чувствует оркестр. Вот у него природа такая. Ведь он же очень рано, очень молодым начал это делать. Сначала октет был у него, прекрасно звучавший. Он сразу схватил, как это делается, фирменно, как говорится. Чтобы каждый музыкант начинал думать о том, что он должен быть композитором, автором. Он должен уметь что-то делать сам. Не просто играть по нотам и хорошо свинговать, или техникой владеть и уметь импровизировать, а сделать что-то, какую-то музыку. Я считаю, что все, кто импровизирует хорошо, это композиторы все равно, так или иначе. Так мы устроены, мы несовершенны. Мы не можем, как роботы, супермашины, делать точно, что нужно для твоей карьеры, делать какие-то шаги. Главный совет, надо очень это все, как сказать, полюбить. Только за счет вот этой вот любви ты можешь что-то выдать. Конечно, надо всегда соотносить то, что ты делаешь, если ты пишешь музыку, с тем потоком информации, музыки, которая существует сейчас. Один из советов — стараться нужно держать нос по ветру и слышать все талантливое, что происходит вокруг. Это, конечно, очень развивает. Нельзя закрыться, отгородиться, полюбив что-то, что уже давно сделано, и находиться вот в этом. Я все-таки препод и учу людей танцевать.
вообще в смысле, в широком. И спокойно относиться к танцам вообще. И когда люди говорят, что кроме линди-хопа я больше ничего не вижу и не хочу знать, это для меня довольно странно. Или там, кроме сальсы я не хочу ничего знать. У меня есть и такие знакомые тоже. Очень много кислых щей, короче. От которых, наоборот, нужно избавляться изо всех сил. Потому что это груз тяжелый. Это может быть сейчас непонятно, а лет через 10 станет понятно. Вот, что я хотел сказать. Это прям, да. У меня есть предложение. У нас, в принципе, всегда есть какой-то короткий блиц. Мы не будем увлекаться. Буквально 2 вопроса, которые я хотел бы задать вам обоим. Вопрос следующий. Сцена или школа? Ну, подразумевается преподавание. То есть выступление на сцене или преподавание. Надо выбрать. Ну, это как-то очень странно. Можно ответить хором. И не обязательно, то есть ответы могут отличаться друг от друга, так что не переглядывайтесь, думайте сами. Для меня школа не исключает сцену, поэтому, а вот сцена, наверное, немножко чуть-чуть исключает школу. Ну, поэтому да, я в данном случае, в большей степени школа. Школа. Ну, преподавание, да, преподавание. Если выбирать, то да. Перед тем, как мы сыграем последнюю композицию совместную. Это весь блиц? Да, это весь блиц. Последний вопрос. Все-таки Strangers in the Night или Sing, Sing, Sing? Sing, конечно. Это очень хорошо. И Дорогие это друзья, ответ. я обращаюсь к всем, кто находится сейчас в зале. У вас есть шанс нереально отжечь, потому что сейчас будет последний трек, по-настоящему все-таки джазовая композиция. Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас смотрел по интернету. Дорогие друзья, у вас есть последний шанс поддержать все это безобразие, все это культурное начинание. Я от всей души благодарю всех участников. И Атава-Йо заступает на реально незнакомую себе территорию. Терра инкогнита, неизведанные земли. Ну что, нереальный отжиг? When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know. Whoa, whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with a swing.
listen to the trombone swing. Bow, 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 bow. Listen to the violin goes. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Dee-dee-dee, ba-ba-da. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know. Whoa, whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Glow, 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 glow. Everybody's spinning low. Just relax and take it slow. Everybody's spinning low. Мусорский джаз оркестра и Summertime Swing, клуб джазовых танцев. Перед тем, как прощаться, у нас есть традиция. Всем нашим гостям мы дарим небольшие подарки на память. Я знаю, что любому танцору никогда не помешает баночка зеленки. Прекрасно, спасибо. Это поможет. А это орден от группы АТВ. Отлично, на добрую спасибо память. большое. Сергей, все то же самое для тебя. Спасибо. И, конечно же, зеленка для тебя, для твоих подопечных. Я благодарю всех, благодарю нашу техническую команду, звук, свет, видеооператоров. Благодарю, опять-таки, замечательный джазовый клуб. Благодарю ребят. Ребят, вы молодцы. Сергей, Игорь, это было потрясающе. Всем спасибо, всем свободно. Ребята, хорошая новость. Для вас сейчас поиграет те, кто пришли хоть немножко отжечь по-нормальному. Мусорский джаз оркестра, небольшой танцевальный сет. Но нету звукорежиссеров, а хороший звукорежиссер — это сегодня все-таки тоже редкая профессия. А в джазовой филармонии нашей хорошие звукорежиссеры работают? Средний. А там не нужно хороший, там такое помещение.